Приветствую вас на канале Фронтовая кинолетопись, и сегодня вашему вниманию уникальные съемки штурма советскими войсками города-крепости Данциг. К исходу 26 марта войска 2-й ударной армии Федюнинского и 65-й армии Батова прорвали немецкую оборону и вышли непосредственно к городу. Советское командование направило в город парламентеров с предложением гарнизону о сдаче. Никакого ответа не последовало, и 27 марта наши войска пошли на штурм. На первом этапе завязались бои за Имаус, западный пригород Данцига. В этот же день части 59-й и 60-й гвардейских танковых бригад 8-го гвардейского танкового корпуса вышли в район Нейгартен. Улицы города были перекрыты противотанковыми рвами и заминированными баррикадами. Рокоссовский отмечал, что Данциг превосходно подходил для обороны. Прочные и хорошо замаскированные форты держали всю местность под обстрелом. Крепостной вал кольцом охватывал город, а перед этим валом находился внешний пояс современных капитальных укреплений. Вторая немецкая армия, оборонявшаяся в Восточной Померании, получила приказ от Гитлера держаться любой ценой. Тем временем во второй половине дня наши войска заняли центральный квартал пригорода Шидлиц. Несмотря на безвыходное положение, гитлеровцы оказывали яростное сопротивление. Особенно тяжелые бои шли за крупные здания и корпуса предприятий. Так 2 дня наши солдаты штурмовали здания химического завода и бумажной фабрики. По решению командира 617-го стрелкового полка на этот участок было выведено для ведения огня прямой наводкой 18 орудий. Большую роль в штурме города сыграли советские ВВС. Самолеты наносили удары по укрепленным позициям, опорным пунктам, фортам, береговым батареям и кораблям. Оборона немцев стала разваливаться. В ночь с 27 на 28 марта гитлеровцы стали отходить из старой части Данцига через Амбарный остров за канал Нее-Мотлау, прикрываясь арьергардами и огневыми позициями. Часть гарнизона в ходе боя не получила приказ об отступлении за канал. Она была уничтожена, либо сдалась в плен, как и подразделения, которые обороняли форты на высотах Бишофсберг и Хагельсберг. 28 марта советские войска очистили от немцев район Нейгартен и почти всю центральную часть Данцига. Танки 8-го гвардейского танкового корпуса вторую половину дня 28 марта продвижения не имели, так как через реку Мотлаву отсутствовали переправы. В ночь на 29 марта гитлеровцы из района Брайтенбах-Гассе при поддержке танков перешли в контратаку в квартале 86. Немцы смогли немного потеснить наши войска, но дома по берегу канала удалось удержать. Утром 29 марта бойцы 1-й штурмовой инженерно-саперной бригады форсировали мост Мильхканен и завязали бои в Нижнем городе, в восточной части Данцига. К полудню была наведена переправа для танков в районе моста Матен-Буден, который ранее был разрушен немцами. 59-я танковая бригада форсировала канал и продолжала наступление, ломая сопротивление противника. К 2 часам дня наши танкисты вышли к костелу, у которого сразу завязался танковый бой. В то же время самоходчики Громова и танкисты 3-го батальона Вдовенко 8-го гвардейского танкового корпуса окончательно очистили от немцев Амбарный остров. Ведя наступление на Данциг одновременно с 3 направлений, 30 марта после 4 дней уличных боев войска 2-го Белорусского фронта полностью овладели городом-крепостью Данциг. На следующий день были очищены пригороды Кнайппап и Штродайх. Остатки немецкого гарнизона бежали в район устья Вислы, где вскоре сдались в плен. Только в самом городе было взято в плен свыше 10 тысяч немецких солдат и офицеров. В качестве трофеев советские войска захватили десятки танков и самоходок, сотни орудий и минометов, десятки судов, находившихся на ремонте и в процессе строительства. В том числе прямо на рейде Данцига был захвачен немецкий броненосец Шлезвиг-Гольштейн, с выстрелов которого началась Вторая мировая война. Общие потери немецких войск составили более 25 тысяч человек. Войска Рокоссовского полностью очистили от гитлеровцев восточную часть Померании
и ликвидировали данцигско-гдынскую группировку вермахта. Вторая немецкая армия была полностью разгромлена. Очередной фестунг пал перед частями Красной армии. Советский Союз вернул Польше древний город Данциг и территорию Поморья. Освободившиеся войска Второго Белорусского фронта теперь можно было перебросить на берлинское направление. Вскоре после завершения операции силы Краснознаменного Балтийского флота были перебазированы в порты Данцига и Гдыни, что значительно расширило его оперативные возможности, а также существенно удалось усилить блокаду вражеских группировок в Восточной Пруссии и Курляндии.